Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 20 тайн мира, о которых вы даже не знали. Из этого видео вы узнаете следующее. О ком говорят только шепотом, относятся с трепетом и уважением, одно лишь упоминание чьего имени вызывает ощущение ужаса у туземцев Амазонии. Что за камни вполне официально причислены к классу живых организмов, потому что способны расти и размножаться. Кем оказалась миниатюрная мумия, которую обнаружили золотоискатели в горах Сан-Педро? Кто мог вляпаться в полуостывшую магму более 3 миллиардов лет назад и запечатлеть свой след в граните? Что уже удалось расшифровать из самой загадочной книги человечества, которая считалась утерянной до 1994 года, о чем рассказали очевидцы неожиданных последствий катастрофы, обрушившейся на прибрежные районы Тохоку 11 марта 2011 года, где расположены целые долины древних пирамид, самая большая из которых в 2 раза выше пирамиды Хеопса. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Мир полон тайн и загадок, разгадать которые бывает часто невозможно. Мы уже много раз рассказывали вам о самых разных тайнах мира, разгаданных и неразгаданных. В этом же видео мы хотим опять коснуться этой темы и рассказать вам о тайнах мира, о которых вы даже не знали. 1. Головоломка для ученых – нефритовые диски Би. Современные ученые не могут разгадать предназначение дисков Би, а вместе с этим и способ их изготовления, потому что этот минерал один из самых крепких камней. Наиболее ценный в Китае белый нефрит, который добывают в Кашгарском крае, современный Синьцзян-Уйгур, области на границе с Туркестаном. Это мировой центр по добыче нефрита. Этот идеальный минерал имеет цвет бараньего сала, жирный блеск, гладкую шелковистую поверхность и просвечивает насквозь. Он идеально однородный по своей структуре. Изделия из этого минерала всегда ценились в Китае, они стоили дороже, чем золото и слоновая кость. Китайцы же всегда считали нефрит Ю, что означает «чистый», «благородный». Они также считали, что этот минерал живой. Бытует легенда, что один из китайских правителей, для того чтобы приобрести нефритовый диск, отдал за него 15 городов. Нефритовые диски Би – это плоские кольца с отверстием в центре. Скорее всего, они являлись предметом культа, так как по большей части они были найдены в гробницах китайских аристократов. Найдены были они во времена процветания культуры Хуншань 3800-2700 года до нашей эры, а затем и в культуре Ляньшу 3000-2000 года до нашей эры, так как это один из самых твердых материалов, который с трудом поддается обработке, возникает вопрос, а почему выбирали именно этот материал? Для чего тратили столько сил и времени? Одни считают, что важность дисков Би имеет непосредственное отношение к религии и богам в китайской культуре. Другие, что диски символизируют солнце или колесо, отражающие цикличность жизни и смерти. Во время боевых действий, при поражении кого-либо, проигравший должен был вручить нефритовый диск завоевателю в знак подчинения. Это символизирует особую значимость дисков Би. Также существует гипотеза о том, что эти диски имеют отношение к камням дропа. Эти камни возрастом, примерно 12 тысяч лет, якобы были обнаружены в горах Баян-Хара-Ула на границе между Тибетом и Китаем. По легенде, в этом месте захоронили гуманоидов,
имевших неземное происхождение. Как бы то ни было, но многие вопросы о предназначении и способах создания столь совершенных форм нефритовых дисков до сих пор остаются без ответа. 2. Якумама – 50-метровая королева змей. О ней говорят только шепотом, относятся с трепетом и уважением. Лишь одно упоминание ее имени вызывает ощущение ужаса у туземцев Амазонии. Индейцы, проживающие в отдаленных районах Перу, Боливии, Колумбии, верят в существование гигантской змеи Якумамы, обитающей в мутных водах бассейна реки Амазонки. По их словам, огромная змея имеет длину 40-50 метров, голова около 2 метров в ширину. Рептилия с легкостью заглатывает больших животных, включая крупнорогатый скот индейцев. В деревнях местные племена ночами жгут костры. Таким образом, люди стараются отпугнуть монстра от своих жилищ, обезопасить себя и домашних животных. Уходящие на промысел в сельву охотники не раз замечали следы огромной пресмыкающейся. Вся растительность была плотно примята, а в некоторых местах повалены деревья. Саму змею удавалось увидеть немногим, все очевидцы – представители коренных народов экваториальных лесов, к словам которых многие специалисты относятся скептически. Бассейн реки Амазонки является наиболее гиблым и малоизученным местом в экваториальных лесах. Тут не раз пропадали исследователи, терялись целые экспедиции. Поэтому утверждать, что никто из представителей цивилизации не видел Якумаму, мы не можем, ведь не видели и не успели доложить немного разные понятия. В наши дни исследователи фактически не предпринимают попыток обнаружить огромную рептилию. Максимум, на что хватает ученых, это посетить поселение индейцев, пробыть там 1,5–2 часа и благополучно вернуться в мегаполис. Последним, кто серьезно занимался поисками Якумамы, был американский исследователь Майк Уорнер. Он посетил ряд отдаленных населенных пунктов, пообщался с сотнями людей, собрал множество фактов и свидетельств в пользу существования огромной змеи. Удалось выяснить, что излюбленное место, где предпочитает отдыхать королева змей, это слияние рек. Вода в таких зонах очень мутная, образует большое количество водоворотов, сложных подводных течений. В одной из деревень индейцы прямо указали исследователю место обитания рептилии. Это, как и в ряде других ситуаций, было слияние 2 рек. Вода в этой точке течет по весьма сложной траектории, очень мутная и по меркам реки крайне глубокая. Интерес вызывали и необычные провалы на дне, уходящие куда-то в бездну. Во время своей второй экспедиции в сельву Уорнер также нашел искусственные лагуны и ямы, выкопанные каким-то неизвестным существом огромных размеров. Фотографии этих мест и ряд других доводов, указывающих в пользу реального существования гигантской змеи в тропических лесах Амазонки, вызвали серьезный интерес в Национальном географическом обществе, которое теперь готовится снарядить экспедицию для исследования этой части джунглей. Одна из жительниц индейского поселения довольно подробно описала Якумаму. По словам женщины, рептилию она увидела на противоположном берегу. Змея была огромна, около 40 метров в длину. Ни до, ни после женщина таких змей не видела и надеется, что больше не встретит. Майк Уорнер полагает, что гигантская змея Якумама существует. И это даже не анаконда, а некий отдельный вид змей. Якумама отличается от привычных анаконд не только размерами, но и окрасом. Серьезным доказательством в пользу существования огромной змеи является вот эта документальная фотография. Снимок сделан с пролетающего самолета и признан подлинным. Исходя из размеров объектов, находившихся рядом с пресмыкающейся, удалось установить, что длина плывущей по воде змеи составляет 42 метра. 3. Этому геккону, застрявшему в янтаре, 54 миллиона лет, и он до сих пор выглядит живым. Невероятно подумать, что маленький геккон, запертый в янтаре на 54 миллиона лет, теперь стал научным откровением. Окаменелость геккона в первозданном виде дает нам возможность понять поведение, анатомию и морфологию гекконов, живших миллионы лет назад. Открытие было сделано в 2004 году исследователями Аароном Бауэром
с биологического факультета Университета Виланова, Вольфгангом Бёме из музея Александра Кёнига и Вольфгангом Вайтшатом из Гамбургского университета. Это поразительное открытие служит свидетельством невероятной глубины и сложности истории нашей планеты, подчеркивая важность продолжения палеонтологических исследований и изысканий. По мере того, как мы узнаем все больше о прошлом нашей планеты, мы получаем ценные сведения об эволюции и развитии жизни на Земле, что позволяет нам лучше понять свое место в окружающем нас мире. В результате всестороннего научного анализа было установлено, что ископаемые относятся к эпохе раннего Эоцена. Для тех, кто не знаком с этим геологическим периодом, Эоценовая эпоха, начавшаяся 56 миллионов лет назад и закончившаяся 33,9 миллиона лет назад, признана вторым по величине этапом палеогенового периода в рамках современной кайнозойской эры. По словам исследователей, этот геккон был запечатан в Балтийском янтаре и обнаружен на северо-западе России. Они утверждают, что эта окаменелость – самая древняя гекконидная ящерица, представленная не только фрагментарными скелетными останками. Конечности экземпляра в основном целы и демонстрируют уникальную комбинацию признаков, не встречающуюся ни у одной живой формы. Открытие также показало, что крошечные лапки геккона похожи на те, что встречаются у современных гекконов, и доказало, что сложная адгезивная система появилась у гекконов почти на 20-30 миллионов лет раньше, чем считалось ранее. По сути, это означает, что гекконы живут на нашей планете уже почти столько же лет и до сих пор выживают во всем, что преподносит им природа. Насколько это невероятно и странно одновременно. 4. Траванты – живые камни, которые растут и размножаются. В центральной части Румынии можно увидеть уникальное место, где находятся не менее уникальные камни. Эти камни называются травантами, и отличаются они способностями не только увеличиваться в размере и передвигаться, но и размножаться. Поэтому эти румынские камни вполне официально причислены к классу живых организмов. Даже сейчас ученые не могут полностью разгадать эти феноменальные свойства румынских травантов. Однако установлена взаимосвязь происходящих с камнями процессов и погодных условий. В засушливый период все камни совершенно неподвижно лежат на своих местах, без каких-либо признаков роста или движения. Но как только начинается дождливый сезон, камни как будто оживают, начинают увеличиваться в размерах и даже шевелиться. Вообще это немного напоминает рост грибов после дождя. Но растущие грибы – это все же более привычное явление для глаз человека, чем растущие каменные глыбы. В результате дождей и такого внезапного роста камни достигают довольно крупных размеров. Исследователи, которые обнаружили и начали изучать это явление, установили, что совсем маленький камень размером с песчинку способен превратиться в огромный валун весом около тонны в течение всего нескольких лет. Самые крупные представители травантов имеют высоту около 10 метров. При этом оказалось, что чем меньше камень, тем быстрее он растет. Это напоминает рост человеческого организма. Пока молодой растет быстро, затем рост замедляется и к старости он совсем останавливается. Но самое удивительное ожидало ученых впереди. Выяснилось, что по своему строению камни напоминают деревья, внутри них оказались такие же кольца жизни, какие есть и на пнях. И это при том, что траванты состоят из песчаника. В середине находится ядро, которое является своеобразным сердцем камней. Интересно также, что если на какое-то место камня попадает больше влаги и воды, то это место начинает увеличиваться. Постепенно оно превращается в своеобразный нарост и как бы отпочковывается от основного тела камня. И этот новый камешек имеет точно такую структуру, как и травант-родитель, с таким же ядром и способностью дальше расти и размножаться. В Румынии о существовании таких уникальных камней знают уже на протяжении 2 столетий. Однако здесь почему-то не придают какого-то особого значения этому феномену природы. Удивительные и загадочные для ученых камни здесь банально используют при строительстве, а из тех травантов, которые находятся в музее-заповеднике, производят сувениры для продажи туристам.
Как рассказывают те, кто получают такие подарки, даже в домашних условиях камни растут и даже размножаются. Но насколько это правда, точно не установлено. И все-таки каждый желающий может увидеть эти необыкновенные камни. Для этого следует в центральной части Румынии отыскать район Вылча и деревню Костешть. Музей под открытым небом существует уже около 15 лет и занимает более 1 гектара площади. Но не только там можно увидеть румынские траванты. Они также имеются поблизости деревни Атисани, которая находится в 15 километрах от Хореза. Там, если прогуляться вдоль местного ручья, можно также вдоволь налюбоваться травантами самых разных размеров и форм. А если хочется увидеть камни в момент их роста, следует приезжать сюда в период дождей. 5. Золотоискатели обнаружили в горах Сан-Педро миниатюрную мумию. Кем оказалось существо? В 1940 году 2 золотоискателей отправились в горы Сан-Педро. Их задачей было изучить местность на наличие золотых жил. Пробираясь сквозь узкие проходы и коридоры, мужчины наконец оказались в небольшом помещении. Увы, к великому разочарованию отыскать богатство индейцев или золотую жилу они не смогли. Зато в дальнем углу зала их ждала находка, которая сильно заинтересовала многих исследователей. Это была мумия морщинистого старика, только крохотная. Ее с легкостью взял на руки один из мужчин и осмотрел. С виду очень походила на небольшого человека, сидевшего в позе лотоса. Выбравшись на поверхность, искатели золота прикинули, можно ли за находку получить хоть какие-то деньги. Решив, что с пустыми руками возвращаться в город нехорошо, они взяли мумию с собой. Прибыв в город, первым же делом мужчины отправились в местный музей, где показали находку. Работником музея являлся бывший профессор. Его удивлению не было предела, и он сразу же сообщил обо всем коллегам. К вечеру в музее собралось множество господ от науки и журналистов. Мумию тщательно осмотрели и пришли к выводу, что это не ребенок или животное, а взрослый мужчина преклонного возраста. Во рту находились острые зубы, как у человека 32 штуки. Рост при жизни составлял около 35 сантиметров. Череп имел нечеловеческое строение. Местный профессор антропологии высказался в пользу того, что перед ними не человек, а неизвестное существо. Для дальнейшего изучения мумию требовалось вскрыть и узнать, какое строение внутри. Мнения разделились. 3 основные версии. Мумия принадлежала карлику. 2 являлась неизвестным существом. И 3 данный артефакт всего лишь чучело. В общем, все сошлись во мнении, что вскрытие необходимо. Его провели в местном институте. Присутствовали представители научной элиты данного округа и те, кто совершил находку. После первого же разреза брюшной полости стало очевидно, мумия настоящая. Расположение внутренних органов указывало на идентичность с человеком. В желудке находились остатки пищи, мяса. То есть, существо являлось хищником. Интерес вызвало отсутствие печени. Как в таком случае карлик дожил до преклонного возраста, непонятно. Также удалось выяснить причину смерти. Его убили. Один удар пришелся по затылочной части головы, что вызвало смещение костей черепа и последующую деформацию. Поврежденными оказались шейный и грудной отделы позвоночника. Переломы обнаружены в руках и ногах. Вероятно, существо избивали, хотя есть мнение, что на него упали камни в горах, а индейцы отнеслись с уважением и сделали из существа мумию. Кем же был карлик из пещер в Сан-Педро? После завершения обследования профессор заявил, что это не мог быть человек. Причина проста: зубы слишком остры для человеческих. При жизни существо являлось хищником и зубами вырывало куски плоти. Кроме этого, отсутствие печени и странное строение черепа указывают на то, что к людям его относить нельзя. Но тогда кто это? Ответа ученые так и не дали. По одной из версий, золотоискатели обнаружили мумию Немеригара. У индейцев существовала легенда о странных крошечных свирепых человечках, поклоняющихся солнцу. Они небольшие, но их зубы словно десятки заточенных ножей. Местные индейцы уверяют, что современные города в Вайоминге стоят на кладбищах Немеригаров.
Мумия не принесла богатства и славы. Ее продали за символичную сумму в местный музей-бар. Затем он закрылся, и артефакт был перепродан в частную коллекцию. В 1954 году ее видели в последний раз на одном из аукционов. В настоящее время исследователи непознанного пытаются разыскать мумию карлика, чтобы провести более детальный анализ. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. 6. Звезда Волда – норвежский артефакт, не нашедший объяснения у официальной науки. Археологи каждый год находят такие артефакты, которые никак нельзя вписать в современную историю. И такие осколки истории просто игнорируются, ведь они противоречат красивой и стройной теории развития всего человечества, от простого к сложному. Поэтому обнаруживаемые круглые отверстия хоть каким-либо образом можно объяснить просто фанатической упорностью и трудолюбием наших предков, то вот с фигурными дырками все очень сложно. К таким сложным и никак не объяснимым артефактам прошлого можно отнести отверстие, обнаруженное недалеко от скромного норвежского городка Волда. Строители расширяли площадь под парковку и при раскалывании очередного куска гранита обратили внимание на странное звездообразное отверстие в камне. А случилось это 30 ноября 2007 года. Строители, недолго думая, вызвали на место работы местных археологов. И они, произведя предварительный анализ, были поражены. Ведь так называемая звезда Волда была геометрически правильной фигурой с диаметром 65-70 мм. Причем внутренняя стенка была идеально отполирована, и само по себе отверстие пронизывало насквозь 4-метровый валун в строго горизонтальной плоскости. Что удивительно, в современной индустрии обработки камня нет такого механизма, способного проделать подобное отверстие на такую большую глубину проникновения. Что само по себе наводит на мысль о том, что ранее существовала цивилизация с более высоким уровнем развития технологий. К сожалению, дальнейшее исследование отверстия больше не проводилось. 7. Светящаяся пирамида – артефакт возрастом в 17 тысячелетий. Экспедиция, производившая археологические изыскания в самом труднодоступном районе Эквадора, была вознаграждена находкой поистине уникального артефакта. Была обнаружена пирамидка с начертанным оком, которая светится в лучах ультрафиолета, а вместе с ней еще более 300 уникальных осколков прошлого. Произведенное исследование указало примерный возраст артефактов в 17 тысяч лет. Помимо странного ока на этом артефакте, нашли высеченную кладку из 13 рядов блоков. Око и кладка на пирамиде самым невероятным образом совпадают со знаком, нанесенным на американскую валюту. Сходство настолько поразительное, что ученые не сразу придали значение тому факту, что фигурка светится в ультрафиолетовом спектре, а активное применение такого эффекта стало возможным только во второй половине 20-го столетия. Смеем напомнить, что артефакту около 17 тысяч лет. Но это не все, чем удивил исследователей этот предмет. На его основании было найдено изображение созвездия Ориона и надпись. После долгих безуспешных попыток понять смысл начертанного, текст был наконец-то переведен профессором Шелдманоми. Надпись гласила «Сын Творца придет». Исследователям не удалось отнести находку ни к одной известной цивилизации, когда-либо существовавшей. И пока артефакт порождает вопросы, ответы на которые остаются неизвестными. 8. Отступающие льды Антарктиды открыли образование, напоминающее город. Антарктида – это загадочный мир, который полон тайн и загадок, скрытых толщей тысячелетних льдов. Но глобальное потепление приносит не только негатив и плохие прогнозы. Так растаявший лед открыл довольно любопытное формирование, которое было обнаружено благодаря спутниковым снимкам. Это открытие сделали виртуальные исследователи, которые активно изучают снимки в Google Earth. По определенным координатам нашли крайне любопытное формирование, которое очень сильно напоминает остатки довольно крупного поселения. Эта область в длину равна 300 метрам, а в ширину достигает 56 метров. Хоть разрешение самой карты и не столь высоко, но виртуальному исследователю удалось даже рассмотреть так называемую городскую стену.
Для того, чтобы исключить вероятность того, что это может быть просто брошенный поселок исследователей Антарктиды, в соответствующие органы были направлены запросы. Ответ сильно воодушевил исследователей, ведь им было сказано, что в запрашиваемых квадратах никогда не было ни одной экспедиции, и, соответственно, там не оборудовались ни лагеря, ни тем более станции с поселениями. Конечно, исследователи очень аккуратны в своих выводах, ведь качество снимков не позволяет рассмотреть поверхность детально. А как известно, в данный квадрат Антарктиды на ближайшее время экспедиции не запланировано. Вполне возможно, что это действительно древний город неизвестной цивилизации, но может оказаться и так, что это всего лишь груда камней, разбросанная таким причудливым образом. 9. Зубчатая рейка из угольной шахты возрастом 300 миллионов лет. Буквально каждый год археологи находят множество артефактов во время извлечения твердых полезных пород. Но подобные находки просто не исследуются, ведь если признать подлинность подобных артефактов, то необходимо полностью пересмотреть всю историю человечества. Именно к подобным неудобным осколкам прошлого можно причислить и эту находку, зубчатую металлическую рейку, которая была найдена исключительно по воле фортуны жителям Владивостока. Этот пласт угля был вырыт в месторождении Черногорск, Приморье, Хакасия, причем глубина залегания говорит о том, что возраст пластов никак не меньше 300 миллионов лет. Во время выгрузки партии угля, предназначенной для отопления дома, местный житель обратил внимание на странный булыжник из угля и торчащую из него металлическую конструкцию. Забрав его домой и аккуратно расколов, он обнаружил металлический предмет странной формы. Для изучения этого артефакта были приглашены специалисты. Предварительные выводы по находке таковы: длина находки 7 см, артефакт выполнен из чистейшего алюминия с 4% примесью магния. А структура находки такова, что она сильно напоминает построечную штангу-регулятор лабораторного микроскопа. Любопытен тот факт, что алюминий подобной чистоты не используется в современной промышленности. В металле всегда присутствуют такие примеси, как медь, титан, марганец, цирконий. Как заявили эксперты, именно подобная чистота и позволила металлу не распасться на окислы за столь продолжительное время. Но анализ, произведенный на содержание углерода в металле, просто поразил ученых. Ведь согласно данным приборов в этой рейке содержалось почти 75% углерода. А как известно, алюминий получается путем электролиза, и единственный возможный путь проникновения углерода в металл – это длительное нахождение металла в пласте угля. Этот эффект называется диффузия, и он протекает очень медленно, а столь высокое содержание углерода в металле говорит, что этот кусок алюминия провалялся там не 100 миллионов лет. Инженеры произвели реконструкцию части элемента, у них получилась вот такая картина. Это очень похоже на часть какого-то механизма, но когда, где и кем она применялась, совершенно непонятно. К сожалению, дальнейшие исследования этой уникальной находки были прекращены по неизвестной причине. 10. Батолит Мпулузи, 200-миллионолетний гигантский след обнаружен в Южной Африке. Спускалась ли гигантская инопланетная раса, чтобы жить на Земле сотни миллионов лет назад? Свидетельства по всему миру говорят, что да, гиганты существовали. Этот отпечаток имеет огромные размеры, около 1,5 метра. И по мнению многих, это не человек, это может быть внеземной вид. Южноафриканский автор, ученый, путешественник и исследователь Майкл Теллингер по прозвищу Южноафриканский Индиана Джонс демонстрирует, возможно, одно из самых убедительных доказательств того, что ранее на Земле бродили гиганты. При длине следа около 122 сантиметров, человек, оставивший его, должен был иметь рост около 7,5 метров. Это место ставит перед нами настоящую дилемму и глубокую загадку, которую необходимо разрешить. Геологи были потрясены этим массивным следом, длиной 4 фута в грубом граните. Некоторые утверждают, что это след естественной эрозии, однако пока об этом трудно сказать. По словам профессора Питера Вагенера из столичного университета имени Нельсона Манделы в Порт-Элизабет, ЮАР, доктора философии в области прикладной математики,
Вероятность того, что маленькие зеленые человечки прилетели из космоса и высосали его своими языками, гораздо выше, чем то, что он образовался в результате естественной эрозии. Он расположен в Южной Африке, недалеко от границы со Свазилендом, в городе Мпалузи. С учетом наших современных представлений о формировании гранита, на протяжении всей истории Земли считается, что его возраст составляет от 200 миллионов до 3 миллиардов лет. Такая датировка сразу же вызывает бурные разногласия, поэтому нам лучше иметь непредвзятый взгляд и сосредоточиться на данных. Этот невероятный гранитный след был обнаружен в 1912 году охотником по имени Стофель Каидзеи во время охоты в отдаленном месте. В то время это был пустынный регион Южной Африки, известный как Восточный Трансвааль, где водились такие животные, как антилопы и львы. Он до сих пор находится в том же состоянии, в каком был обнаружен, и вероятность того, что это вымученная мистификация, крайне мала из-за его изолированного расположения. Даже сейчас его редко можно встретить. Настоящая загадка заключается в том, как возникло это невероятное явление. Нет, мы не имеем ни малейшего представления, но оно здесь, и мы не можем его прогнать. Да, это гранит. Это хорошо известная геологическая особенность Южной Африки, и она изображена на всех геологических картах. Именно поэтому отпечаток является такой загадкой. Его можно назвать фенокритическим гранитом или крупнопорфировым гранитом, прошедшим через множество фаз охлаждения. Конечный продукт представляет собой интригующую смесь крупных и мелких зерен. Именно поэтому продавцы гранита хотят добывать его в этом месте, поскольку при полировке гранит будет казаться очень красивым. В южноафриканской геологии это обнажение известно как мпулузи-батолит, а официальная датировка этой породы показала, что ей около 3,1 миллиарда лет. Это настоящая загадка, требующая точного научного исследования. 11. Скальная стена Техаса. Действительно ли она старше всех известных человеческих цивилизаций на Земле? Представьте, что вы наткнулись на потрясающую реликвию, которая бросает вызов нашим представлениям о человеческой цивилизации. Именно такова история Техасской скальной стены. Что это? Природное образование или древнее сооружение, созданное руками человека. В 1852 году на территории современного округа Рокуолл, штат Техас, группа фермеров в поисках воды обнаружила нечто поистине удивительное. Из-под земли появилась интригующая скальная стена, окутанная тайнами и догадками. Возраст этого колоссального сооружения, по оценкам специалистов, составляет от 200 тысяч до 400 тысяч лет, что разделило мнение экспертов и разожгло любопытство многих. Одни утверждают, что это природное образование, другие твердо уверены, что оно, несомненно, создано человеком. Так что же послужило причиной этих разногласий? Чтобы пролить свет на эту спорную тему, доктор Джон Гайсман из Техасского университета провел масштабное исследование. Он проверил камни, найденные в скальной стене, в рамках документального фильма канала History Channel. Первые тесты выявили нечто удивительное. Все камни из стены обладали абсолютно одинаковыми магнитными свойствами. Такое соответствие говорит о том, что эти камни происходят из окрестностей самой стены, а не из какого-то отдаленного места. Выводы доктора Гайсмана позволили предположить, что скальная стена на самом деле может быть естественной, а не рукотворной структурой. Однако не все согласны с этим выводом. Они призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы подтвердить эту возможность. Хотя исследование доктора Гайсмана интригует, один тест не может быть единственным основанием для опровержения столь значимого утверждения. Несмотря на скептицизм, другие эксперты, такие как геолог Джеймс Шелтон и архитектор Джон Линдси, получивший образование в Гарварде, выявили в стене архитектурные элементы, которые указывают на участие человека. Натренированными глазами Шелтон и Линдси заметили арки, порталы с перемычками и проемы, похожие на окна, которые поразительно напоминают архитектурный дизайн. Согласно их исследованиям, уровень организации и намеренное размещение этих структурных элементов очень напоминают человеческое мастерство.
Это действительно поразительно. Пока идут споры, Техасская скальная стена продолжает пленять умы тех, кто решается ее изучить. Смогут ли дальнейшие научные исследования, наконец, раскрыть ее секреты и внести ясность в эту неприходящую загадку? А пока Техасская скальная стена остается массивным свидетельством о древней тайне, которая ставит под сомнение самые основы нашего понимания истории человечества. 12. Что такое Сихендж и зачем его построили более 4000 лет назад? О существовании древнего мегалитического сооружения Стоунхендж на юго-западе Англии известно каждому, так как это один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Однако мало кто знает, что на восточном побережье страны есть еще один, не менее интересный доисторический памятник, известный как Сихендж. Его обнаружили сравнительно недавно, в 1998 году, и назвали по аналогии со Стоунхенджем. Сооружение представляет собой тоже круг, но состоящий не из камней, а из 55 высоких дубовых столбов. Внутри круга находился большой дубовый пень. Столбы датированы 21 веком до нашей эры, то есть их возраст составляет около 4000 лет. Сихендж, известный еще как Холм-1, был обнаружен случайно, благодаря приливной эрозии, которая оголила памятник на одном из пляжей английского графства Норфолк. Дубовые столбы образовывали овал размером 6 на 7 метров. В центре, как уже было сказано выше, находился большой пень, причем он был перевернут. Изначально сооружение было построено на солончаках, вдали от моря на участке с песчаными дюнами и илистыми отмелями. Постепенно на месте Сихенджа образовывался слой торфа, который в конечном итоге полностью поглотил столбы и тем самым позволил им отлично сохраниться в течение 1000 лет. Надо сказать, что всего в 100 метрах от Сихенджа археологи обнаружили еще одно похожее сооружение, получившее название Холм-2. Изучив кольца на бревнах обоих сооружений, ученые пришли к выводу, что они были построены в одно и то же время, примерно в 2049 году до нашей эры, то есть через несколько сотен лет после того, как был создан Стоунхендж. Для чего был построен Сихендж? Есть много версий о предназначении Сихенджа. Основная из них гласит, что две конструкции использовались для похорон выдающихся людей, таких как местные вожди или воины. Согласно другой версии, сооружения использовались для так называемых небесных захоронений, то есть тела мертвых помещались внутрь круга, чтобы их расклевывали и уносили птицы. Однако в недавнем исследовании, опубликованном в журнале GeoJournal, доктор Дэвид Нэнс, сотрудник из Абердинского университета, выдвинул другую теорию. Чтобы выяснить предназначение сооружения, он использовал сочетание климатических, экологических, астрономических и биологических данных, а также обратился к региональному фольклору. В результате исследователь пришел к выводу, что Сихендж был построен в очень холодный климатический период. Зимы тогда были очень суровыми, а весна наступала гораздо позже, чем сейчас. Причем этот период длился довольно долго. Поэтому, скорее всего, сооружения использовались для ритуалов, направленных на возвращение теплой погоды. Ритуалы и жертвоприношения в Древней Британии и Ирландии. Дэвид Нэнс обратил внимание на то, что все столбы были срублены весной и расположены таким образом, чтобы бревна были совмещены с восходом солнца в день летнего солнцестояния. Согласно местному фольклору, летнее солнцестояние было датой, когда кукушка, символ плодородия, прекращала петь и возвращалась в потусторонний мир. Вслед за уходом кукушки приходило лето и теплая погода. Таким образом, оба памятника должны были отразить климатическую угрозу. Однако у этих сооружений были разные роли. Холм-1 напоминал птичье жилище, описанное в фольклоре. Его задача состояла в том, чтобы поддерживать пение неоперившейся кукушки. Это, согласно древнему преданию, позволяло продлевать лето. Перевернутый дубовый пень в центре напоминал дупло кукушки в потустороннем мире. В мифе о запертой кукушке описывается ритуал, во время которого птенца кукушки помещали в терновый куст, а взрослую птицу, так сказать, замуровывали, чтобы продлить лето. Второе сооружение,
то есть Холм-2, создавался как курган. Автор исследования указывает на свидетельство того, что священные короли Ирландии и Британии в тот период времени приносились в жертву, если община сталкивалась с несчастьем. Таким образом, они хотели умилостивить богиню Венеру. Скорее всего, на этом месте король был принесен в жертву. 13. Вызывая зло. Загадочный мир книги Сойга. Книга Сойга – это манускрипт XVI века о демонологии, написанный на латыни. Но причина ее загадочности в том, что мы понятия не имеем, кто на самом деле написал эту книгу. Средневековье породило множество необычных текстов, которые продолжают интриговать как ученых, так и энтузиастов. Однако среди этой сокровищницы загадочных сочинений особенно выделяется своим таинственным характером одно – книга Сойга. Этот заумный трактат исследует сферу магии и паранормальных явлений, предлагая глубокие идеи, которые еще предстоит расшифровать эрудированным ученым. Книга Сойга состоит из 36 таблиц или разделов, внутри которых есть множество тем. В 4 разделе, например, рассказывается о 4 первоэлементах – огне, воздухе, земле и воде, и о том, как они были распределены по Вселенной. В 5 – о средневековых гуморах, крови, флегме, красной желчи и черной желчи. Подробно рассказывается об астрологических знаках и планетах, причем каждый знак относится к определенной планете, например, Венера и Телец, а затем в книге 26 начинается длинное описание книги лучей, предназначенной для понимания вселенских зол. Связь книги с известным елизаветинским мыслителем Джоном Ди, пожалуй, самый известный ее аспект. Ди, известный своими занятиями оккультизмом, обладал одной из редких копий книги Сойга в 1500-х годах. Легенда гласит, что Ди был поглощен неутолимым желанием разгадать ее секреты, особенно зашифрованные таблицы, которые, по его мнению, содержали ключ к разгадке эзотерических духов. К сожалению, Ди не успел закончить расшифровку тайн книги Сойга до своей смерти в 1608 году. Сама книга, хотя и было известно о ее существовании, считалась утерянной до 1994 года, когда 2 ее копии были заново обнаружены в Англии. С тех пор ученые интенсивно изучали книгу, и одному из них удалось частично перевести сложные таблицы, которые так восхищали Ди. Однако даже несмотря на все эти усилия, истинное значение книги Сойга по-прежнему остается неясным. Несмотря на ее несомненную связь с Каббалой, мистической сектой иудаизма, исследователям еще предстоит полностью расшифровать глубокие тайны, заключенные на ее страницах. Непрекращающиеся поиски разгадки тайны книги Сойга продолжают интриговать ученых всего мира, маня тех, кто стремится раскрыть ее скрытую мудрость. Ее притягательность заключается не только в нераскрытых знаниях, но и в загадочном путешествии, которое ждет тех, кто отважится заглянуть на ее страницы. 14. Духи цунами, беспокойные духи и призрачные пассажиры такси в зоне бедствия в Японии. Из-за сурового климата и удаленности от центра Тохоку, северо-восточный регион Японии долгое время считался захолустьем страны. Вместе с этой репутацией сложился и ряд нелестных стереотипов о его жителях, молчаливых, упрямых, несколько загадочных. Иными словами, вместо того, чтобы высказать свое мнение, они стискивают зубы, запирают свои чувства и занимаются своими делами в угрюмом молчании. Но именно эти черты характера стали достойными восхищения сразу после катастрофы 11 марта 2011 года, обрушившейся на прибрежные районы Тохоку, когда за разрушительным землетрясением последовало цунами, а затем и ядерная катастрофа на реакторах Фукусима-1. Прошло более 10 лет с момента землетрясения в Тохоку в марте 2011 года. Землетрясение магнитудой 9,0 вызвало цунами 11 марта, в результате которого погибли почти 16 тысяч человек в Японии. Разрушения, вызванные приливной волной высотой 133 фута и ушедшей на 6 миль вглубь страны, были просто катаклизмическими. После катастрофы оставшиеся в живых люди отчаянно искали своих близких среди обломков.
Сегодня более 2500 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Понятно, что выжившим трудно справиться с такими трагическими потерями. Однако исследование, проведенное Юкой Куда, студенткой социологического факультета университета Тохоку Гакуин, показывает, что не только живые, но и мертвые пытаются осмыслить трагедию. Опросив более 100 водителей такси в восточной части страны, Куда сообщила, что многие из них подбирали пассажиров-призраков. Даже когда дождя не было, таксистов окликали промокшие пассажиры, как полагают, призраки жертв, все еще остающихся в воде после стихийного бедствия. Один таксист в Исиномаки подобрал женщину с мокрыми волосами, несмотря на солнечное небо, которое попросило отвезти ее в район города, покинутый из-за цунами. После минутного молчания она спросила: «Я умерла», а когда он обернулся, чтобы посмотреть на нее, там уже никого не было. В другом случае рассказывается о мужчине, который попросил водителя отвезти его на гору, прежде чем исчезнуть. В похожей ситуации другой таксист подобрал молодого пассажира, примерно 20 лет, который направил его в другую часть района. Этот район был также лишен зданий, и водитель снова был шокирован, узнав, что его пассажир исчез. Предполагаемые призраки, о которых шла речь в этой истории, которую многие сравнивают с городской легендой о фантомном автостопщике, как правило, были молодыми людьми, и у Куда есть своя теория на этот счет. Молодые люди испытывают сильную досаду на свою смерть, когда не могут встретиться с любимыми людьми, говорит она. Так как они хотят передать свою горечь, они могли выбрать такси, которые похожи на приватные помещения, в которых медиумы вызывают духов. Расследование Куда показало, что в каждой ситуации таксисты обоснованно считали, что подобрали настоящего пассажира, так как все они включали счетчики и большинство отмечали этот случай в своих журналах. Юка также обнаружила, что никто из водителей не испытывал страха во время встреч с пассажирами-призраками. Каждый из них считает, что это был положительный опыт, в котором душа умершего наконец-то смогла обрести покой. Хотя многие из них стали не подбирать пассажиров в этих местах. Исследование Куда интересно само по себе, но таксисты не единственные в Японии, кто сообщает о призраках в разрушенных цунами городах. В полицию поступили сотни сообщений от людей, которые видят призраков там, где раньше были жилые комплексы, и длинные очереди из фантомов у бывших торговых центров. Многие видели, как вечером, с наступлением темноты, мимо их дома проходили фигуры, в основном это были родители и дети, компания молодых друзей или дедушка с ребенком. Все люди были покрыты грязью. Однако полиция, не найдя никаких конкретных доказательств подобных событий, начала сотрудничать с экзорцистами в этом районе. Верит ли человек в сверхъестественное? Неважно. По словам местных священников, изгнавших множество призраков, вызванных цунами, дело в том, что люди действительно верили в то, что видят их. Проблема призраков в Тохоку стала настолько распространенной, что университетские ученые начали каталогизировать истории, а священники неоднократно обращались за помощью, чтобы изгнать несчастных духов, которые в крайних случаях могли вселиться в живых людей. 15. Скрижаль Диспилия – древнейший из известных письменных текстов, способный переписать историю. Согласно общепринятой археологии, письменность была изобретена в Шумере не ранее 3000–4000 лет до нашей эры. Однако 7000-летняя табличка, найденная в Греции более 10 лет назад, ставит эту позицию под сомнение. История письменности была долгой и сложной. После того, как в разных культурах появились первые представления об идеограммах, большинство письменности развивалось со временем путем постепенных и естественных процессов. Однако есть и исключения. Скрижаль Диспилия – одно из них. Этот загадочный артефакт был обнаружен в неолитическом поселении на берегу озера, которое занимало искусственный остров, недалеко от современной деревни Диспилия на озере Кастория, в префектуре Кастория, Македония, Джорджем Хурмузиадисом, профессором доисторической археологии в Университете Аристотеля в Салониках, и его командой в 1993 году.
Люди жили в этом поселении 7-8 тысяч лет назад, и скрижаль Диспилия была одним из многих найденных там артефактов. Скрижаль важна тем, что на ней сохранилась древняя загадочная надпись, датируемая периодом до 5000 лет до нашей эры. Существование скрижали Диспилия, также известной как Писание Диспилия, противоречит общепринятому в археологии мнению о том, что письменность в Шумере появилась не ранее 3-4 тысяч лет до нашей эры. Метод радиоуглеродного датирования Carbon-14 датирует эту деревянную табличку 5260 годом до нашей эры, что делает ее значительно старше письменности, использовавшейся шумерами. Текст на табличке содержит гравированные надписи, которые, возможно, относятся к ранее существовавшей системе письма, использовавшейся микенскими греками. Профессор Хурмузиадис предположил, что подобная письменность, которая еще не расшифрована, могла быть любым видом коммуникации, включая символы, обозначающие подсчет имущества. По словам профессора Хурмузиадиса, эти знаки указывают на то, что существующая теория, согласно которой древние греки получили свой алфавит от древних цивилизаций Ближнего Востока, вавилонян, шумеров, финикийцев и так далее, не может закрыть исторический разрыв, составляющий около 4000 лет. Этот пробел выражается в следующем: в то время как древние восточные цивилизации использовали идеограммы для выражения своих мыслей, древние греки пользовались слогами, подобно тому, как мы пользуемся ими сегодня. Согласно общепринятой исторической теории, распространенной по всему миру, древние греки научились писать около 800 года до нашей эры у финикийцев. Однако ученые задаются двумя интригующими вопросами. Как получилось, что греческий язык насчитывает 800 тысяч слов, занимая первое место среди всех известных языков мира, в то время как второй по значению язык насчитывает всего 250 тысяч слов? Как могло случиться, что гомеровские поэмы были созданы примерно в 800 году до нашей эры, то есть как раз тогда, когда древние греки научились писать? Согласно американскому лингвистическому исследованию, древние греки не смогли бы написать эти поэтические произведения, если бы не имели письменности по меньшей мере в течение 10 тысяч лет. Удивительно думать, что деревянная табличка Диспилия пролежала на дне озера 7500 лет. К сожалению, в тот момент, когда скрижаль была извлечена из первоначальной среды после ее обнаружения, контакт с кислородом запустил процесс разрушения. Однако сейчас древняя скрижаль находится в целости и сохранности. Сегодня расшифровать скрижаль Диспилия практически невозможно, если только не будет обнаружен новый розесский камень. Это серьезный вопрос, так как скрижаль может переписать историю мира. Если нам удастся расшифровать скрижаль, она может открыть новую информацию о ранних днях человеческой цивилизации. Скрижаль Диспилия – это напоминание о том, как много нам еще предстоит узнать о нашем прошлом. Это важный артефакт, и он заслуживает того, чтобы его изучали лучшие умы мира. Надеемся, что однажды нам удастся расшифровать скрижаль и узнать ее секреты. 16. Реинкарнация. Странный случай Джеймса Артура Флоуэрдью. Флоуэрдью на протяжении многих лет преследовали видение города, окруженного пустыней. Джеймс Артур Флоуэрдью был человеком, состоящим как будто бы из двух частей. Он также был человеком, который верил, что жил раньше. На самом деле Флоуэрдью, англичанин, родившийся 1 декабря 1906 года, утверждал, что подробно помнит свою предыдущую жизнь, родившись в знаменитом древнем городе. Но это было еще не все. По словам Флоуэрдью, он снова перевоплотился в самого себя примерно 2000 лет спустя, и все подробности снова были заперты в его голове. В эпоху, когда мало кто слышал о подобных идеях или подвергал их сомнению так прямо и публично, это заявление должно было стать шоком для окружающих. Однако, к нашему сожалению, сегодня о Джеймсе Артуре Флоуэрдью известно очень мало, и большая часть того, что мы знаем, почерпнута лишь из некоторых статей в интернете. Странное дело Джеймса Артура Флоуэрдью. Жил в Англии пожилой человек по имени Артур Флоуэрдью. Всю свою жизнь
Он прожил в приморском городке Норфолк и лишь однажды покидал Англию, чтобы отправиться на побережье Франции. Однако всю жизнь Артура Флауэрдю преследовали яркие мысленные образы огромного города, окруженного пустыней, и храма, высеченного в скале. Они были необъяснимы для него, пока однажды он не увидел по телевизору документальный фильм о древнем городе Петра в Иордании. К его изумлению, Петра оказалась тем самым городом, который он запечатлел в своем воображении. Флауэрдю вскоре стал популярным. Он рассказывал людям о своих видениях, и в результате BBC узнала об Артуре Флауэрдю и показала его историю по телевидению. Правительство Иордании узнало о нем и предложило привезти его в Петру, чтобы посмотреть, как он отреагирует на город. Археологи взяли у него интервью перед тем, как он отправился в путешествие, и записали его описание впечатления от этого древнего города. Когда Флауэрдю привезли в Петру, он смог определить местоположение как раскопанных, так и нераскопанных сооружений, которые были частью древнего города. Можно сказать, что он описал город с поразительной точностью. Он вспомнил, что был охранником храма, и назвал строение, которое было его постом и где он был убит. Он также объяснил весьма правдоподобное применение устройства, объяснение которого озадачило археологов, и даже правильно определил местоположение многих достопримечательностей, которые еще предстояло раскопать. Многие эксперты говорили, что Флауэрдю знает о городе больше, чем многие специалисты, изучающие его. Эксперт-археолог Петра был поражен и рассказал об этом репортерам, документировавшим путешествие Флауэрдю, следующее. Начало цитаты. Он вписал детали, и многое из этого вполне согласуется с известными археологическими и историческими фактами, а для того, чтобы создать обман в масштабах его воспоминаний, по крайней мере, тех, которые он мне сообщил, нужен ум, сильно отличающийся от его. Я не думаю, что он мошенник. Я не думаю, что он способен на мошенничество такого масштаба. Конец цитаты. Многие духовные лидеры, в том числе лама тибетского буддизма Сагьял Ринпоче, считают, что опыт Флауэрдю является весьма убедительным доказательством существования перерождения или реинкарнации. Хотя ученым еще предстоит найти конкретный способ изучения этого явления, истории тех, кто пережил его, обладают огромной силой и часто меняют жизнь. 17. Почему самые большие пирамиды в мире держатся в секрете? Почему эти пирамиды хранятся в секрете, и что именно скрыто внутри этих пирамид? Трудно представить себе что-то более чудесное, чем великие пирамиды Гизы, но знаете ли вы, что на Земле есть еще более крупные пирамиды? На самом деле, самая большая пирамида в мире находится не в Египте, а где-то в другом месте. Отчет Джеймса Гаусмана остается одним из многих свидетельств о скрытых пирамидах по всему миру. Существует множество мест, где есть аномальные структуры, которые, казалось бы, не должны существовать. Массивные подземные камеры со странными свойствами и аномальными явлениями. Почему эти пирамиды держатся в секрете, и что именно скрыто внутри этих пирамид? В 1945 году американский летчик Джеймс Гаусман, пролетая над территорией Центрального Китая, увидел гигантскую пирамиду из белого блестящего материала. Пилот даже сфотографировал этот уникальный объект, однако позже он куда-то исчез. И никаких официальных комментариев по поводу столь любопытного объекта не последовало. В 1960 году новозеландский авиатор Брюс Кэтти также обратил внимание на огромные пирамиды. Он также раскрыл содержание записок своего соотечественника Фреда Шрёдера, написанных еще в 1912 году. Он был торговцем, работал в Китае, много перемещался по стране. В Монголии один из гуру рассказал ему о пирамидах Китая, и Шрёдер решил увидеть их лично, он интересовался всеми видами эзотерики. Вот как он описывает свое путешествие: «Мы подошли к ним с востока и увидели, что в северной группе было 3 гиганта, а остальные пирамиды последовательно уменьшались в размерах до самой маленькой на юге. Они простирались на 6 или 8 миль по равнине, возвышаясь над возделанными землями и деревнями. Они находились под носом у людей,
и оставались совершенно неизвестными западному миру. Это было недалеко от древней столицы Сиань, в центральном Китае. Высота самой большой пирамиды достигала 300 метров, она была в 2 раза больше пирамиды Хеопса, которая считается самой большой в мире. Еще один примечательный факт отличал пирамиду: ее углы были строго ориентированы на важные точки, и каждый из них имел свой цвет – черный, синий, красный и белый. Что, кстати, перекликается с учением майя о разных цветах кардинальных точек. Брюс Кати обнаружил 16 пирамид в окрестностях Сианя. Только в 1966 году к пирамидам были допущены археологи. Но никаких результатов они не озвучили, так как в этот период произошла смена власти, во время которой были уничтожены древние свитки, которые могли дать информацию о том, кто построил эти пирамиды. В 1974 году в одной из пирамид была открыта знаменитая терракотовая армия и мавзолей императора Цинь Шихуанди. На основании этого был сделан вывод, что пирамиды являются мавзолеями правителей разных династий. Пирамида Цинь Шихуанди – единственная, доступная для посещения, но и в ней нельзя проводить раскопки. Рядом находят различные статуэтки, изделия из драгоценных металлов, но что находится в самом холме, непонятно. Тем более, что остальные пирамиды есть, и их уже около 30. Кстати, прямых доказательств того, что пирамида Цинь Шихуанди действительно была гробницей этого правителя, нет. В 2007 году китайские археологи сообщили о результатах сканирования мавзолея правителя. Оказалось, что 9-ступенчатая пирамида была спрятана внутри, под слоем почвы, материал которой не уточнялся. Остальные пирамиды можно увидеть только на спутниковых картах. Исследователи отмечают, что в окрестностях Сианя их очень много, даже в самом городе. Отмечается, что существуют целые долины пирамид. Многие из сооружений очень древние. Но кем и когда они были построены? На этот счет остались лишь легенды, рассказывающие о том, что пирамиды построили первые потомки сынов неба, летавшие на металлических драконах. Возможно, так же, как и о строителях всех остальных пирамид на планете. О древних цивилизациях Старого Света остается много-много вопросов. Не случайно величайшие экспозиции современности проходят в Китае. Правительство Китайской Народной Республики, как и многих других стран, регулярно организует и финансирует секретные исследовательские проекты в области древней истории. В Китае можно найти все. Страна такая большая, такая древняя, и каждый ее уголок скрывает нерассказанную историю, тайны истории Китая. Вся информация есть, стоит только кому-то ее разгадать. 18. Уркхаммер – история города, который исчез без следа. Среди самых загадочных дел о пропавших городах и поселках мы находим дело Уркхаммера. Этот сельский городок в штате Айова, США, казался типичным городом посреди американского Запада, о котором рассказывают фильмы. Однако в 1928 году произошло нечто странное, город остался пустым. Аэрофотосъемка местности показала совершенно пустынные улицы. Такая же ситуация сложилась и на местных фермах, где трава поглотила посевы, и, казалось, никого это не волновало. Путешественник посещает Уркхаммер. Загадка стала еще более загадочной после рассказа одного путешественника, который проезжал здесь. По пути в другой город он счел удобным заехать в Уркхаммер, чтобы заправиться. Добравшись до заправки, он обнаружил, что она полностью заброшена, а насосы пусты. Заброшенной оказалась не только заправка, но и офис, и магазин, составлявшие комплекс. Опасаясь, что могло произойти что-то плохое, мужчина решил отправиться в город, который находился чуть более чем в 2 километрах от заправки. Именно в этой части истории и начинается сверхъестественное. Различные придорожные знаки и указатели указывали на то, что город уже близко, но путник не мог добраться до него, сколько бы ни ехал, сколько бы он ни ускорялся в поисках города, и несмотря на знаки, указывающие на то, что он должен быть в этом месте, ему так и не удалось добраться до Уркхаммера. Казалось, город просто исчез.
Он проехал около 4 миль, пока не вернулся, прежде чем закончилось топливо. Когда он вернулся на шоссе, путешественника охватило чувство опустошенности. Всю дорогу у него было странное ощущение, что в Уркхаммере произошло что-то очень плохое. О таком же странном ощущении сообщали и другие путешественники. Что случилось с жителями? Другие люди утверждают, что добирались до Уркхаммера, но находили там пустынные улицы, заброшенные дома и ни единого признака его жителей. Согласно последней переписи населения города, проведенной в 1920 году, в Уркхаммере проживало 300 человек, и их судьба по сей день остается полной загадкой. В то время местная газета опубликовала несколько статей о том, что жители исчезли, переехав в неизвестное место. Однако Великая депрессия быстро попала на первые полосы в заголовках газет, и расследование Уркхаммера отошло на второй план. На самом деле, в разгар экономического кризиса, казалось, никого не волновала судьба этих людей. Полицейский из Акмидоу, одного из соседних городов, навестил родственника, жившего в Уркхаммере. Этот человек стал свидетелем полного запустения и отсутствия заботы о городе. Он зашел в дом своего родственника и, хотя нашел там различные личные вещи, не обнаружил никаких признаков жизни. Офис шерифа также был заброшен, и в нем не было никаких следов судьбы жителей деревни. Пыльный покров. Спустя 4 года после таинственного исчезновения города, Уркхаммер пострадал от последствий песчаных бурь, обрушившихся на регион в то время. Явление, известное в народе как «пыльная чаша», частично похоронило город. То, что за несколько лет до этого было кипящим жизнью городом, превратилось в заброшенные поля, покрытые пылью и гниющие под лучами солнца строения. Высокий железный столб, отмечавший место, где кормили животных, был единственным признаком присутствия человека в округе. И именно это означало, что Уркхаммера больше не существовало. Неразгаданная тайна. Несколько десятилетий спустя на место, где когда-то стоял Уркхаммер, прибыл караван цыган. Глава цыганской группы признался, что оставаться дольше в этом месте для него невозможно. Он утверждал, что это место полно слез и страданий тех, кто исчез и не был найден. В 1990 году риэлторы решили построить здесь дом. Однако, когда подрядчики обнаружили под пыльными дюнами руины небольшого городка, проект был отменен. По сей день невозможно узнать, что случилось с жителями Уркхаммера, и это одна из многих загадок, которые хранит штат Айова. Неизвестно, когда был основан Уркхаммер. На сегодняшний день мы знаем об Уркхаммере только то, что это был обычный маленький городок, который остается одним из многих исчезнувших городов, причем некоторые из них более правдоподобны, чем другие. Значит ли это, что история Уркхаммера всего лишь городская легенда и ничего больше? Возможно. Но с другой стороны, случались и более странные вещи. Люди на протяжении всей истории просто исчезали, иногда целые цивилизации, не оставляя после себя никаких следов. Теперь остается пусть и небольшой, но шанс, что Уркхаммер существовал на самом деле, и где-то там есть небольшая улика, подтверждающая это и, возможно, те странные события, происходящие в этом странном городке. 19. Загадочный австралийский человек Мари. Самый большой в мире геоглиф можно увидеть из космоса. Самый большой в мире геоглиф, известный как человек Мари, высечен в сухом песке австралийской пустыни. Это гигантская фигура аборигена, охотящегося на птиц или кенгуру с метательным оружием. Человек из Мари, в отличие от других обнаруженных по всему миру человекоподобных геоглифов, воздвигнутых древними цивилизациями, был высечен на Земле всего 2 десятилетия назад, между 27 мая и 12 июня 1998 года. Однако само его присутствие является одной из самых больших загадок Австралии. Геоглиф настолько массивен, что его можно увидеть из космоса, но ни один свидетель не может подтвердить его создание, а его создатель и мотив постройки остаются неизвестными до сих пор. Геоглиф «Человек из Мари» находится на пустынном плато, примерно в 60 километрах к западу от Мари, население 60 человек, в Южной Австралии.
26 июня 1998 года Тревор Райт, зафрахтованный пилот, летел между округами Мари и Кубер-Пэдди, когда заметил огромную фигуру на местности внизу. Высота фигуры составляет 4,2 километра, а окружность – 15 на 28 километров. Исследователи полагают, что загадочный геоглиф был создан экскаватором, и на его создание ушло несколько недель. Некоторые предполагают, что работа была создана художником из северной территории по имени Бардиус Голдберг, который умер в 2002 году и жил в Алис-Спрингс. Однако Голдберг, который, как известно, был заинтересован в создании произведения, видимого из космоса, в ответ на вопросы отказался подтвердить или опровергнуть, что именно он создал это изображение. До сих пор никто не утверждает, что видел или слышал что-либо, что еще больше усиливает загадку. В этом месте проходил только один маршрут, но не было видно ни следов ног, ни колес, а всестороннее полицейское расследование, проведенное в то время, не дало никаких результатов. Интригу добавляет тот факт, что в неглубокой траншее неподалеку от места, где был обнаружен геоглиф, было найдено несколько странных вещей, в том числе спутниковая фотография человека. До сих пор никакой свежей информации об этом геоглифе не появилось, поэтому он остается окутанным тайной, поскольку никто не понимает, как нечто подобное появилось из ниоткуда в сельской местности. 20. Левиафан. Невозможно победить это древнее морское чудовище. Морские змеи изображались извивающимися в глубинах вод и обвивающимися вокруг кораблей и лодок, губя моряков. Левиафан – это существо, упоминаемое в Библии в книге Иова. Он описывается как огромное, страшное морское чудовище, которое не может победить ни один человек. Считается, что это самое крупное существо в океане, и оно окутано тайнами и легендами. Люди веками строили предположения о его существовании, но никто так и не нашел окончательных доказательств этому. Одно из самых известных описаний Левиафана взято из Библии, где говорится, что у него чешуя как железо, сердце твердое как камень и дыхание, способное поджечь угли. Также говорится, что он настолько силен, что его боятся даже самые могучие воины. Библия описывает Левиафана как страшное и могущественное существо, способное вызвать большие разрушения и хаос. В Ветхом Завете упоминается разрушительная битва между Богом и загадочным морским чудовищем Левиафаном. Но и во многих других культурах есть свои версии этого существа. В Древней Греции он был известен как Кракен, а в норвежской мифологии его называли Ермунгандр или Мидгардсормр. Даже в вавилонских записях говорится о сражении между их богом Мардуком и многоголовым змеем или драконом по имени Тиамат. Кроме того, в ханаанейской книге, открытой в Древней Сирии, упоминается битва между богом Ваалом и чудовищем Левиафаном. Во всех этих случаях речь идет о существе, которое обитало в море и победить которое было практически невозможно. Согласно норвежским сказаниям, скандинавская или нордическая мифология, этот огромный морской змей опоясывал весь мир, и есть история о том, как некоторые моряки приняли его за цепь островов и погибли. В японской мифологии Ямато но Орочи это гигантский восьмиглавый змей со светящимися красными глазами и красным брюхом. Есть еще одна захватывающая легенда из Древнего Египта о разумных гигантских змеях, убитых летящей звездой смерти. Несмотря на множество легенд и историй о Левиафане, никто толком не знает, существует ли он на самом деле. Одни считают, что это может быть гигантский кальмар или осьминог, другие, что это доисторическое морское чудовище, которое еще не открыто. За прошедшие годы было много сообщений о наблюдениях крупных морских существ, но ни одно из них не было подтверждено как возможное наблюдение Левиафана. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, идея Левиафана на протяжении веков будоражила воображение людей. Он фигурировал в фильмах, книгах и даже видеоиграх и остается популярной темой для мифологов и криптозоологов. Тайна Левиафана скорее всего сохранится на долгие годы. В заключение следует сказать, что Левиафан остается одной из величайших загадок моря. Независимо от того,
реальное это существо или просто легенда, он продолжает завораживать людей своей ужасающей мощью и внушающими благоговение размерами. Возможно, поиски Левиафана никогда не закончатся, но его наследие будет вдохновлять и завораживать нас еще многие поколения. На этом я бы хотел закончить это видео с 20 тайнами мира, о которых вы даже не знали. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Послание с Марса – космический камень, на котором выгравированы странные иероглифы. В 1908 году в космосе пронесся метеор диаметром около 10 дюймов и зарылся в Землю в долине Кауичан в Британской Колумбии. На метеоре круглой формы были выгравированы неизвестные иероглифы. Летом 1908 года в окрестностях долины Кауичан на острове Ванкувер в Британской Колумбии, Канада, произошло странное событие. Когда Вилли Маккинон, 14-летний сын Ангуса Маккинона, работал в саду своего отца около 11:30, метеор диаметром около 25 сантиметров пронесся сквозь пространство и зарылся в землю примерно в 2,5 метрах от того места, где он стоял. К счастью, Вилли не пострадал от удара метеорита. Он сразу же позвал отца, чтобы тот посмотрел, что случилось, и когда мистер Маккинон прибыл на место, он был потрясен, обнаружив, что метеорит был почти круглым, материал напоминал мрамор, а на его раскаленной поверхности были глубокие следы, напоминающие какие-то странные иероглифы. Эта поразительная история была опубликована в газете на первой полосе 5 сентября 1908 года под названием «Послание с Марса». С тех пор, как произошел этот странный инцидент, мистер Маккинон провел большую часть своей жизни, пытаясь расшифровать странные знаки на загадочном камне. Однако странный космический камень, по-видимому, так и не был изучен должным образом, потому что ни одна из его исследовательских работ так и не была найдена. В наши дни его точное местонахождение неизвестно, и чудо-камень Ковихана остается необъяснимой загадкой, которая не раскрыта и по сей день. Эта увлекательная история была относительно недавно опубликована в газете Cowichan Valley Citizen в январе 2015 года, автором которой является Паттерсон, пишущий об истории Британской Колумбии уже более 50 лет. Вот такими у нас получились 20 тайн мира, о которых вы даже не знали. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.